Итак, всем привет! С вами Надежда Солнечная. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Я являюсь человеком с незаблокированными способностями, с детства обладаю глубокой эмпатией, а также уникальным даром видения тонкого плана, который позволяет мне считывать информацию о прошлом, будущем, а также людях и событиях. В простонародье обычно это звучит под именем ясновидящая или экстрасенс, но сама я так не считаю, так как подобным даром обладают практически все люди, просто он у них заблокирован. Я же на своем канале занимаюсь тем, что помогаю вам возвращать себя, ваши способности и разбивать все те блоки, что вас удерживают от обретения этой собственной внутренней силы. И сегодня у нас также будет тема, которая позволит вам избавиться от тех пут, что на вас навешивают извне. Тема эта, несомненно, очень важная. Я думаю, что каждому человеку, в принципе, важно ее осознать, важно ее услышать вообще, прочувствовать, пропустить через себя и принять определенные решения, выводы о том, что и как вообще видеть дальше и что и как воспринимать дальше. Потому что, к сожалению, эта тема является темой одной из тех самых блокировок, которые не дают нам вернуться к себе, к своим способностям, своей внутренней силе и блокируют человека намного просто сильнее, чем он даже представляет себе. Более того, что нам это все еще и поливают под таким соусом, якобы это помогает нам очень сильно жить, якобы это дает нам что-то хорошее, но на самом деле люди даже не представляют, насколько это может быть опасным. И не только то, что это все связывает нас по рукам и ногам, но также, когда вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу об одном случае из моей практики, который чуть не привел человека просто к фатальным последствиям того, что он мог лишиться жизни. Итак, чтобы вас дальше не томить, расскажу. Сегодня речь пойдет о звездах. И нет, это не те звезды, которые поют нам со сцены, не те звезды, которые где-то там снимаются в сериалах или фильмах. Это те звезды, которые мы видим на небе. И дело-то не только в самих звездах, сколько в том, что называют наукой об этих самых звездах. И это, к сожалению, не астрономия. Так, сегодня речь пойдет о таком очень сильно сдерживающем наше сознание, подсознание, бессознательное на инстинкте выученной беспомощности, как понятие астрология. И сегодня я вам хочу рассказать свое отношение к астрологии, то, как я всю жизнь это видела, также рассказать про то, какие я техники знала с самого детства относительно вообще такого понятия, как судьба, жизнь, понятие изменения своей судьбы, что настолько ли она линейна, настолько ли она предсказуема и действительно ли что-то на нее может влиять извне, или же есть только один фактор, который может на эту самую так называемую судьбу влиять. Наверное, люди, которые смотрят меня давно, они сейчас немножко в недоумении думают: Надежда, ну мы и так знаем, в принципе, да, мы твои курсы по отключению энерговампиризма от себя просмотрели, все это отключали, мы знаем тему босса, то есть намерения, тоже проходили где-то твои курсы, и сейчас знаем прекрасно, больше, чем другие, о том, как управлять вообще собственной жизнью, собственной реальностью, собственной так называемой судьбой. Вот, мы как бы смотрим давно твой канал, знаем, о чем ты говоришь, и мы понятия не имеем сейчас, почему ты вдруг начала говорить об этом, и мы и так многое уже понимали. Но вдохновила меня на создание этого видео, как ни странно, та самая ситуация, про которую я упоминала в своем телеграме.
Ребята, которые подписаны на мой телеграм, древние души, наверное, сразу же поняли, о чем идет речь. И поэтому я решила записать это видео для того, чтобы сразу расставить все точки над и уже рассказать прям в отдельном видео, собрать все, что я рассказывала немножко по всем, то там, то здесь видео, по курсам там и прочее в одно видео, и уже рассказать полностью свое отношение к звездам, астрологии и так далее. Во-первых, давайте начнем с того, что я еще, будучи ребенком даже, понимала, что наша судьба – это такое понятие очень нелинейное. И более того, мы, когда здесь рождаемся, мы являемся в первую очередь душой, то есть это душа, которая родилась в этом мире, и эта душа проходит достаточно очень сложный путь в чем-то, да, она приходит сюда с миссией, да, у нее есть определенные задачи, которые она несет в этот мир, и я всегда об этом говорила, но... А большое но в том, что эта душа, приходя сюда, она идет очень большой путь становления, начиная от ребенка, заканчивая взрослым человеком. И в этот момент, по сути, она начинает как раз-таки бороться с той системой, которая здесь идет. Эта система называется матрица. Про матрицу у меня есть отдельные видео на канале. Про матрицу у меня есть целый плейлист, для кого интересно, вы можете с ним ознакомиться, и там я четко рассказываю, что такое матрица, что такое каббалистическая матрица, я даю расчеты этого всего, и также я рассказываю о том, что именно матрица является той линейной структурой, которая пытается запихать любую душу в такое понятие, как колесо сансары, о котором многие слышали, то есть нас пытаются просто всех под одну гребенку грести через такой огромный условный завод, где каждого пытаются пропустить через жернова и не дать ему выполнить свою миссию. Не дать ему раскрыться, не дать ему ничего сделать. Из-за этого возникают те самые заблокированные способности, которые нам начинают блокировать с самого детства, и нет, это не норма. Если кто-то думает, что это норма от того, что нам блокируют эти способности и прочее, нет, это не норма. Это делается специально, и как раз-таки это делается матричными структурами, для того, чтобы мы просто как душа не смогли раскрыть себя, не смогли здесь раскрыть свой потенциал, и делается это негативными структурами, которые, в принципе, заинтересованы только в том, чтобы поглощать нашу энергию. Таких людей, точнее, это даже не люди, а те, кто работает через этих людей, те, кто поглощает энергию через этих людей, вообще через все структуры, эгрегориальные и прочее, идет максимальная выкачка этой энергии, это называется энерговампиризмом. Про энерговампиризм и про то, что идет некое такое неправильное понимание вообще всего этого явления, я запишу про это отдельное видео, потому что тема на самом деле очень такая сложная в том плане, что пока вы не расставите точки над «и» в теме энерговампиризма и не поймете, что есть что, как говорится, и кто там на самом деле, где сосет энергию, вы не сможете с этими энерговампирами вообще никак противостоять им, потому что вы не будете видеть, в принципе, врага и того, где он прячется на самом деле. Но про это будет отдельное видео. Итак, что же касается звезд и прочего. Так вот, те самые жернова, через которые нас пропускают, это еще плюсом эффект некой выученной беспомощности, которые нам начинают насаживать, начиная с самого детства, о том, что мы здесь ничего не можем, мы ничего не умеем, вся судьба предрешена и так далее и тому подобное, пытаясь загонять нас в некие рамки. И, наверное, сейчас кто-то там, может быть, из астрологов скажет: да нет, астрология, она не линейна, она все-таки дает какие-то там, направо или налево или еще что-то, но я с этим полностью не соглашусь. Более того, она еще и нам навязывает
некие характеристики, которые мы якобы должны обладать, нам навязывается некий шаблон, мало того, что поведение, нам навязывается некий шаблон характера, нам навязывается некий шаблон там еще чего-то, и вроде как это все поливается под таким соусом, что вот якобы звезды знают, какая душа сейчас придет, да, в какое время и так далее. При этом они абсолютно умалчивают о том, что есть очень большие вмешательства со стороны как раз этой деструктивной системы в то, чтобы ребенок родился вовремя тогда, когда ему нужно, то есть он рождается тогда, когда нужна матрица. И поэтому сказать, что это играет на руку нам, нет. Я бы так не сказала. Более того, смотрите, будучи еще ребенком, я понимала одни простые вещи, так как я была человеком с незаблокированными способностями всю свою жизнь. Я и астрально летала, то есть астральные вылеты с самого детства, причем контролируемые астральные вылеты. Я сейчас контролирую прекрасно и тонкие тела, и могу смотреть на тонком, и смотреть других людей, и астралкой ходить, и там много-многое другое. Я понимала, что в принципе не то, чтобы даже моя судьба не линейна, а то, что у меня тут, в принципе, все дороги вообще ведут, куда я захочу. У меня здесь есть некая канва, которую я сама себе прописала. Вот, я эту канву всегда чувствовала, я всегда говорила про временные линии, я рассказывала вам, что есть такое понятие, как временные линии, что есть такое понятие, как временная канва некая. Вот, светлая временная канва, с которой мы приходим сюда, в мир. Я эту канву всегда видела, я видела ее как некое такое пересечение дорог, куда ты пойдешь, направо или налево. В зависимости от того, куда ты пойдешь, направо или налево, на ту временную линию ты и выйдешь. Временных линий у человека сотни просто вариантов того, куда он может пойти, даже не то, чтобы куда он может пойти, а куда он вырулит, да, двигаясь по той или иной временной линии. Это и называется временная канва. Но даже эта временная канва не является линейной, потому что она написана лишь на 30% изначально, да, где-то с завязанными узлами, для того, чтобы как раз-таки матричная система не могла нас увести как раз-таки с того жизненного пути, который мы себе сами проложили. А это, я напомню, 30% и еще 70% на творческий порыв, абсолютно любой. Ты можешь идти куда ты хочешь, ты можешь вообще всю эту канву переписать напрочь, ты можешь вообще по ней не пойти, выбрать себе абсолютно другое, ты можешь сделать все, что угодно. Ты сам творец своей реальности, и даже если у тебя изначально была какая-то канва, ты можешь ее отринуть и сделать любой выбор в любой момент. Это право свободной воли. То есть у нас есть основной закон в этой вселенной, и многие, кстати, эзотерические люди его не отрицают, это закон свободной воли. Он всегда был, есть и будет, он непреклонен, и его обойти никак нельзя. Многие мне говорят: Надежда, ну как же так? Мы не можем соглашаться со всем тем, что с нами тут происходит. Да нашу волю нарушают просто каждый день по 10 раз. Но я вам могу сказать, что нет, вашу волю нарушить не могут. Но как раз таки, то вот, о чем я сейчас говорю, вы должны увидеть, как это хитро делается. Мы недавно в клубе, вот на этой неделе буквально, погрузились с головой в тему согласия без согласия. Мы даже стрим целый провели на эту тему, что такое согласие без согласия на подсознательном и бессознательном уровне, которую нам внушают на подкорку буквально. Да? Это как раз-таки синдром выученной беспомощности. И вот эта вот астрология с ее прописанными путями, с ее вот этим вот полным отрицанием свободы воли, с полным отрицанием вообще каких-либо личных границ или выстраивания личных границ человека и прочее, она прямо противоречит этому закону. И кто бы что ни говорил,
сейчас, что нет, оно не противоречит, оно прямо противоречит закону свободной воли, потому что на уровне подсознания эта структура учит нас выученной беспомощности. Я ничего не решаю с моей жизни, все предрешено, предрешен мой характер, предрешено, с кем я там поругаюсь, когда предрешено еще что-то, мои отношения с начальством, мои отношения с близкими, когда я умру, когда я там выйду замуж, когда я там пойду на какую работу, чем я буду заниматься в этой жизни, и все. Если только вы подсознательно согласились, что есть какая-то структура, которая решает или показывает где-то там, да, о том, что и как у вас там где-то будет, или вообще как-то привязано к вам, к вашим характеристикам, к вашей жизни, к тому, куда вы идете и прочее, что она извне может как-то влиять на вас. Все. Добро пожаловать, слоник, в синдром выученной беспомощности. Потому что ваше подсознание, ваше бессознательное, будет воспринимать это как прямое указание к действию. А это какое указание к действию? Мне смысла даже нет пытаться что-то менять. Мне даже смысла нет рыпаться из этой системы, в которой я оказался. Мне даже смысла нет рыпаться из тех отношений, допустим, абьюзивных, в которых я оказался. Мне нет даже смысла брыкаться из вот этого плена, в котором я нахожусь. Я буду сидеть, жалеть себя, буду сидеть, плакать, я буду сидеть, страдать, я буду сидеть все, и буду считать, что я это заслужил, что со мной это происходит не просто так, что, значит, я вот такой вот, значит, бедный несчастный, потому что, со мной должно это произойти. И знаете, что самое интересное, я тут недавно узнала, что в психологии, оказывается, все люди, которые сидят на деструктивных, абьюзивных отношениях, которые находятся жертвами психологического насилия, все они примерно находятся вот в этой деструктивной программе, потому что они не понимают о том, что они не обязаны там находиться. То есть для них это некий злой рок, звезды так сошлись, я это заслужил, это вот я должен пройти через это, я должен быть жертвой насилия морального и всякого разного, это в первую очередь мы должны понять, что там, где находится моральное насилие, там идут как раз энергетические паразиты, тот самый энергетический вампиризм, про который я уже сегодня напоминала. Именно в этом, вот там все цветет и пахнет, энергетический паразитизм. И откуда я это знаю? Потому что, ребятки, я с детства вижу сущности. Я не только могу тонкоплановые вылеты делать своей астральной проекцией, но я и вижу на физике своими глазками астральных паразитов. Я вижу, потому что моя энергетическая астральная оболочка синхронизирована с физической. Поэтому я могу физическими глазами видеть астральный мир. И я прекрасно вижу и понимаю, кто сидит на этих людях. Я вижу прекрасно вот этих энергетических паразитов, всю жизнь видела. Иногда меня спрашивают: Надь, как у тебя вообще психика в детстве выдерживала все это видеть? Потому что очень многие ребята, кстати, из разряда заблокированных способностей просто запретили себе все эти способности, потому что они начали видеть вот этих тонкоплановых сущностей, они видеть начали этих энергетических вампиров настоящих, и они просто испугались, и все их видение закрылось напрочь. Я же с детства их не боялась, потому что просто знала, что нужно делать и как им противостоять. Так я жила всю жизнь, и для меня это было некой собственной нормой, но самих паразитов я никогда не считала нормой, я говорила вам об этом, что когда я видела вот этих паразитов, еще будучи ребенком, подростком, я просто орала, кричала, что здесь вообще происходит, что это за бедлам такой творится, почему
почему здесь любая тонкоплановая какая-то непонятная вообще ерунда астральная может с пинка открыть сюда дверь и просто присосаться к любой там первой попавшейся бабушке, к первому попавшемуся человеку и начать его просто энергетически высасывать. Почему у людей нет определенных границ, почему у них вообще никаких нет границ, почему у них нет никаких защит от этого всего, я этого не понимала, я просто ругалась, материлась условно про себя там и очень-очень громко кричала на всю вселенную о том, что это вообще здесь происходит, потому что так не должно быть, это не норма, а как раз-таки отсутствие этих самых границ и то, что нам вот эти вот самые границы даже не дают установить. Спасибо таким вот понятиям, которые нас учат выученной беспомощности, которые нам говорят, что от судьбы не уйдешь, о том, что то, что с тобой происходит, ну это нормально, и поэтому человек эти границы вообще не выстраивает никоим образом, его даже не учат эти границы выстраивают, напротив, его бессознательное, его сознательное и его подсознательное учат как раз-таки делать все для того, чтобы эти границы разрушить напрочь, потому что ему говорят, что этих границ нет и быть не может. И когда человек это слышит на уровне своего подсознания, принимает как некую норму того, что это норма, он просто... Даже если какие-то границы у него с детства были, он их уничтожает, убирает, стирает. А дальше, пожалуйста, это открытый вход для всех паразитов, вампиров, энергетических и прочих, которые, пожалуйста, ешь не хочу, шведский стол, питайтесь сколько влезет. А потом вы приходите домой, с работы, потом вы в отношениях, да, потом вы вот так, и вы думаете, как же так, я вот вроде как ничего не сделала, я вымотался так, что меня высосали досуха, как же так, я вот это все делала, у меня вот просто нет сил никаких утром вставать с постели. И знаете, вот что меня больше всего поражает, вот я мать 3 детей. У меня все дети очень маленькие, они погодки практически. У меня старшему ребенку 8 лет, младшему вот 2 на днях исполнилось. То есть это вот самый такой возраст, который, знаете, самый вот такой, которому нужно уделять внимание, который очень много на себя берет. Это уже подростки там, выйди из моей жизни, да, как говорится. А маленькие дети, они очень сильно нуждаются в маме, они очень сильно нуждаются во внимании, и они очень сильно нуждаются в социальном обеспечивании, в плане там и покушать где-то, разогреть, еще что-то, вот и прочее. Я являюсь матерью 3 детей, я веду свой YouTube-канал, у меня еще курсы, у меня еще клуб, у меня еще Boosty, вот, где я дополнительно снимаю контент по тому, что как нас вообще захватили, про прошлое наше, настоящее, а вы, наверное, многие слышали и знаете о том, что наша история, она фальсифицирована вся. Вот, и я как раз-таки рассказываю на Бусти про нашу настоящую историю, и все это я успеваю делать. Причем еще при этом по воскресеньям вести прямые трансляции на 2 часа. И даже в последней прямой трансляции ребята просто были в шоке, потому что я им сказала, ну, ребята, сегодня у нас будет прямая трансляция, но я одна дома с 3 детьми, маленькими. И мы с вами будем, ну, как-то проводить эту прямую трансляцию, и надеемся, все будет хорошо. Пока у нас была прямая трансляция, я еще ребенка умудрилась уложить спать. И все были в шоке. И все, что я слышу, это я слышу то, что Надежда, как вы вообще успеваете? Вас там 10 человек сидит там, или еще что-то, как вы вообще можете делать все вот это, то, что вы делаете? Где вы энергию на это берете? Как вы вообще живете так? Как вы вообще все это успеваете? Как вы вообще можете это все делать? Я вам скажу как. Избавление от энергетических паразитов. Избавление от всего, что разбивало мои личные границы. Все, что давало вот этим вот энергетическим паразитам доступ ко мне. И как только я вот это вот все с себя сняла, только я все вот эти вот барьеры обратно поставила себе, личные границы, все, я начала успевать
столько, сколько 10 человек не успевают сделать. Потому что восстановление нашей естественной защиты, то, что я называю личные границы, я знаю, что это есть понятие в психологии личные границы, но психология все-таки немножко она их выстраивает или говорит о них с точки зрения какого-то вот психологического момента или прочего. Я же говорю о том, что такое личные границы, не просто как какой-то психологический феномен, да, а это немножко больше, чем психология. И на самом деле вот те люди, которые у меня учились делать личные границы, они сказали: Надежда, мы просто в шоке, потому что никто, кроме вас, толком не рассказал, как эти границы ставить. И толком не рассказал, как эту защиту построить. Такую защиту, чтобы она была железобетонная просто. И никакие вообще, ни магия не прилипала, ничего. И в первую очередь, когда мы восстанавливаем свою естественную защиту, мы отказываемся от всего, от всех вот этих норм, которые нам пихали с самого детства, которые в нас вот этот вот синдром беспомощности, бедного слоника вот этого вгоняют. И всяческие вот эти вот штуки, которые там говорят нам о том, какими мы должны быть, потому что какие-то там звезды, какие-то там фонари, какие-то там еще чего-то там это решили, это в первую очередь то, что мы должны послать далеко и надолго. Я крайне, вообще крайне категорично против всего этого, крайне категорично против всей этой астрологии, крайне категорично против всех этих натальных карт и прочего. Недаром я, когда говорю об астрологии, где-то заикаюсь, я обычно употребляю такие фразы: раком Марс стал в Козероге. Я знаю всю эту кухню, я общалась с людьми, которые занимались этим, в том числе одна моя подруга, она одно время занималась вот этой вот ерундой, и она мне говорила, и мы как-то обсуждали это, еще это было давно, я как человек, у которого способности вот эти вот эзотерические, они очень были выражены всю жизнь, я очень часто общалась с людьми, которые так или иначе с этой эзотерикой были замешаны. Так вот, подруга моя мне рассказывала такую ерунду, что, знаете, ваши вот эти вот натальные карты, которые вы там делаете, ту ерунду, которую вы вот эту смотрите по тому, как у вас там раком Козерог сегодня сошел откуда-то там, да, вот и прочее, это все полная ерунда, хотя бы потому, что вот я сейчас, наверное, вам очень большую такую скажу серьезную правду. Во-первых, все вот эти вот онлайн всяческие сайты, которые есть по расчетам вот этим, где эти карты выстраиваются, они каждый поют по-своему. Вот вы возьмете 10 разных сайтов, и там у вас 10 разных карт выйдет. Более того, вы составите одну карту вот в этот год, а через 2 года вы еще раз составите точно такую же карту на этом же сайте, и он вам выдаст абсолютно другое. Даже гадание на кофейной гуще, наверное, будет более точной наукой. И более того, я как бы понимаю, что мы здесь об эзотерике, но я человек, который немножко тоже любит науку, и наукой доказано, что любой человек, абсолютно любой человек, сунь ему любую натальную карту другого человека, он найдет там себя. То есть это все составлено таким образом, чтобы каждый человек, прочитав вот то, что ему там говорят, сказал: о, так это ж про меня. Вот развод на психологии, ну и, конечно же, синдром выученной беспомощности. Когда человек входит в такое состояние, что он такой: ну да, ну вроде да, что-то в этом есть, ну вроде же вот здесь про меня и вот здесь про меня, и он начинает верить дальше тому, что ему начинают говорить. Вот, он начинает верить тому, что ему говорят: вот ты там должен, значит, переехать, или вот ты там должен поменять работу, а вот здесь у тебя будет вот это, а вон там у тебя будет вот то. То есть ему дают какой-то прогноз на жизнь. И тут, наверное, любой вам скажет, и психолог там, и прочее, хотя мы здесь не про психологию, но я вам могу сказать, как человек, который видит с точки зрения экстрасенсорики,
то, что как раз вот этот вот синдром выученной беспомощности, когда человек в этот момент входит в такое состояние, когда его начинают программировать, когда ему из сотни тысяч временных линий, которые есть, ему говорят об одной временной линии, что вот сейчас у тебя будет вот только так и никак иначе. Я могу привести в пример того, как работает матрица и как раз-таки через такие карты, через другие карты в том числе, эта матрица воздействует на людей. Был у меня один человек такой в моей практике. Пришел он ко мне где-то лет, наверное, 10 назад, даже чуть больше, и мы с ним познакомились абсолютно случайно. В процессе общения как-то так вышло, что я ему рассказала, что я обладаю некими способностями. Тогда я как раз переступала через себя, только начинала рассказывать людям, с которыми я знакомилась, с которыми я общалась, о том, что у меня есть какие-то способности и так далее. Так вот, этот парень со мной поделился тем, что ему все гадалки, все там астрологи, к которым он ходил к многим, все ему говорят одно и то же, что в 21 год ты умрешь. Вот исполнится тебе 21, и ты умрешь. Тогда как раз ему было 20 лет, и мы с ним познакомились, было 2 месяца до его дня рождения. Как я понимаю, ко мне его просто душа привела, вот, окольными путями, через временные линии, но привела, все-таки смогла найти. И сначала, когда он мне это рассказал, я сказала: да ну ты брось, кого, когда ты там умрешь, что за ерунда? Он такой: ну посмотри, пожалуйста, потому что я очень сильно переживаю. Я такая скептически сначала: ну ладно, посмотрю, ну по мне это чушь, ну подумаешь, сказали и сказали. Но я начинаю его смотреть и вижу, что да, действительно, у него по временным линиям сейчас идет то, что вот он должен уйти, ну не на днях, конечно, но в ближайшее время. Я ему говорю: слушай, ну да, у тебя это там вот прям все пути сходятся в Рим, условно, что у тебя идет вот это вот по судьбе, условно, или как-то так. И он такой говорит: я не хочу умирать, почему я должен уходить в 20 лет, я этого не хочу. Насчет чего я ему говорю: ну давай с тобой посмотрим, вообще что-то сделаем, попробуем. И тогда получилось так, что я через свои способности, то есть провела его через его подсознательное, провела его через то, что он увидел своего ангела-хранителя, пообщался с ним, пообщался со своей душой, увидел свои прошлые жизни, около 10 штук, и он увидел то, как это должно было быть, что один человек должен был позвонить ему на день рождения и сказать, что поехали отмечать, и когда бы он поехал туда отмечать, то машина, ее бы просто занесло, он бы попал в аварию и таким образом умер, причем единственный и во всей этой машине, кто сидел. Так вот, и он такой говорит, когда это все прошло уже, он такой говорит: да ну, быть того не может, да ну, как так? Но вот приходит момент X, то есть это его день рождения, и действительно ему звонит этот человек, действительно он ему говорит: поехали отмечать, у тебя же сегодня день рождения, давай, надо, значит, как-то этот день отметить. И тут он вошел в такое состояние некое внутреннее, когда с одной стороны он понимал, что, как это, то есть, и у него был выбор, что мне сделать вот сейчас, не поверить в это все и реально поехать отмечать этот день рождения, или все-таки поверить в то, что ты увидел, и не поехать. У него был выбор. И этот человек, он находился в таком достаточно странном состоянии, когда с одной стороны ему говорят: эй, там, это реальность, да, типа, тут хихи-ха-ха, и какая экстрасенсорика, да дурь это все, отмахнись от этого и езжай. Хорошо проведи время, набухайся, как бы, и оторвись по полной. А с другой стороны, ему дан шанс, вот тебе все показали, вот тебе показали, как есть, как будет, и все. У тебя есть шанс свернуть с этого пути. Так вот, он решил остаться дома, он никуда не пошел, он никуда не поехал, он остался дома. И весь свой день рождения тупо проиграл в компьютерные игры. Самое интересное, что, наверное, кто-то из вас сейчас скажет: так вот, его же там все гадалки или все вот эти натальные там карты и все прочее его предупреждали о том, что вот, у тебя вот это будет. Но я скажу нет.
Потому что этот человек, когда он погрузился в свое подсознательное, когда он погрузился в свое бессознательное, ему четко душа сказала, что этого всего могло бы и не быть. У тебя всегда был выбор. Никогда не было такого, что ты должен был умереть в 20 лет. Выбор твой был всегда с тобой, но тебе его просто никто не хотел давать. И то, что этот человек пришел ко мне, его привели ко мне, считая, сама душа его привела ко мне, потому что я тоже пообщалась с его душой напрямую, я считала то, что его душа, почему она вообще притянулась ко мне проще, она притянулась просто для того, чтобы я ее спасла от того, что ее чуть преждевременно отсюда вообще не развоплотили. Через вот такое вот средство. И я это сделала, я этой душе помогла. Этот человек до сих пор жив-здоров, ничего у него не произошло, ему уже за 30. После того случая, когда он сделал свой выбор, в его жизни вообще очень много изменилось. Во-первых, он уволился с той работы, на которой работал, и как раз-таки, где он думал, что у него все хорошо, но на самом деле его на этой работе очень сильно использовали. Он пошел на другую работу, там он начал работать по своей специальности, занялся любимым делом, после он решил съехать от родителей, как бы там личная, не личная жизнь началась. В общем, этот человек пошел по абсолютно другой жизни, и его жизнь изменилась кардинальным образом, потому что он сделал другой выбор. То есть, понимаете, вот вся судьба изменилась от того, что человек просто сказал «да» в другую сторону. И это та самая техника изменения судьбы, условно, человека, то есть то, когда человек встает на свои другие временные линии, которые я знала с самого детства. То есть у меня есть знания, и я уже ни одного человека провела через это, для того, чтобы он из своего вот этого состояния, в котором он находится, со своей временной линии, на которой он находится, перешел на абсолютно другую. И это все связано и с техниками построения реальности, да, чтобы научить человека самого двигаться по этим временным линиям. Это же относится и к выстраиванию личных границ, и к много-многому другому. Но никогда это не относилось никоим боком, раком и козерогом никакой астрологии. А на этом у меня на сегодня все. Берегите себя от всех техник и практик, которые вас погружают в синдромы выученной беспомощности. Да пребудет с вами ваша собственная сила, пробуждайте свою собственную силу и возвращайте себе себя и свои способности. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.